Всем привет! Сегодня у нас небольшой сравнительный видеообзор, можно сказать ретроспектива. Мы с вами вспомним легендарный советский легковой автомобиль ВАЗ-2105. Нестареющая классика, долгожитель, который выпускался на конвейере целую вечность. Этих машин настолько много, что они передвигаются по дорогам в разных странах и по сегодняшний день. Даже у нас иногда попадаются такие автомобили, правда, я их чаще вижу летом. И это больше как автомобили для хобби. Все же каждый день эксплуатировать подобную технику будет довольно затруднительно. Они сильно уступают современным иномаркам. Но тем не менее с этими автомобилями очень много различных воспоминаний, думаю, не только у меня и у вас. И мы рассмотрим две совершенно разные школы модели строения. Одна машина берет свои истоки еще с советского времени. Покажу вам новодельную агатовскую машину, которая выпущена в России, но самые первые пятерки от Тантала появились в 1983 году. И они были номерные, носили индекс А39. У меня в коллекции тоже есть номерная модель. Правда, она в довольно потрепанном виде. Нужно перекрасить корпус, потому что очень много сколов. И, по-моему, отсутствовала одна дверка. Куда-то она потерялась. И когда я отреставрирую этот автомобильчик, сделаю, возможно, на него отдельный видеоролик. Второй автомобиль изготовлен в Китае уже по новым технологиям, и покажу вам модель из польской журнальной серии «Культовые автомобили» под номером 163, и масштабная копия с журналом появилась в продаже в 2014 году. И еще пятерка выходила в рамках российской серии «Автолегенды СССР» под номером 62. Модель окрасили в красный цвет, она поступила в продажу в июне 2011 года, и красная пятерка тоже есть в моей коллекции, правда, забыл, куда ее положил, поэтому сегодня мы ее рассматривать не будем. И начнем с упаковки. Если посмотреть на продукцию Агат, то модели всегда паковались в картонные коробочки с вырезом, где можно было рассмотреть автомобиль, не вынимая из упаковки. И здесь уже коробочка оформлена в новом стиле, написан производитель Агат, Экономбанк. На задней стороне упаковки список моделей, которые предлагались у этого бренда. И, кстати, по-моему, сохранился штампик с датой изготовления автомобиля август 2005 года. И эта машина у меня хранится в оригинальной коробочке, в ящичке. И иногда ее достаю для демонстрации в своих видеороликах. И у автомобиля очень красивый темно-зеленый цвет, хотя настоящих машин в таком окрасе я ни разу не встречал. И, конечно, по уровню детализации эта модель сильно уступает современным аналогам, но преимущество старых советских машин в том, что они полные открывашки, собраны без единой капли клея и все же довольно хорошо копируют настоящий прототип. Конечно, для тех людей, которые эти модели в советское время не застали, масштабная копия будет не столь интересна, но так как у меня в детстве была такая пятерка, по-моему, только в белом цвете, для меня этот вариант тоже представляет некий ностальгический интерес. Покажу вам, как открываются дверки у автомобиля. Сиденье в коричневом цвете, панель приборов и рулевое колесо из черного пластика. И, кстати, мне всегда нравилось то, что здесь сделаны дверные ручки. Одна деталь вместе с рамкой боковых окон, но ручка окрашена черной краской и смотрится тоже вполне нормально. Хотя у настоящего автомобиля нижняя часть ручки была серебристого цвета. Стеклоочистители просто обозначены на лобовом стекле, как и зеркало заднего вида. Можно открыть капот. Есть имитация двигателя, и меня всегда забавлял элемент оранжевого цвета, как будто декоративный камушек. Осветительная техника из прозрачного пластика, оранжевой краской не обозначены поворотники, и многие люди делали доработки, самостоятельно окрашивали поворотники, и фары выглядели более выразительно. Также вполне нормальные бампера, декоративные полосочки в хроме, хотя у настоящей пятерки они были под полированный алюминий, и также вместо заднего регистрационного номерного знака здесь хромированная таблица.
табличка с надписью ВАЗ-2105. Задние фонари полностью из красного прозрачного пластика. Можно открыть крышку багажника, посмотреть, что находится внутри. Присутствует топливный бак с правой стороны, есть ниша под запасное колесо, хотя запаска здесь не предлагается. И если поставить запасное колесо от масштабной копии, крышка багажника попросту не закроется. И вот так выглядит нижняя часть. Металлическое днище, хромированный карданный вал, задний мост, нижняя часть двигателя. И, на мой взгляд, у этого автомобиля чуть крупнее покрышки по диаметру, чем должны быть на настоящей технике. И из-за этого машина смотрится как внедорожник. И давайте покажу вам уже более современное изделие. Модель поставляется в блистере с серой подложкой. В рамках российской журнальной серии машины выходили с подложкой черного цвета, и на них не было значка East Models. Еще раз повторюсь, это уже гибридная масштабная копия. Корпус взят от семерки, и как раз это выдает крышка багажника без выштамповки и немножко другой капот с небольшим возвышением на передней части. И, в принципе, из этой масштабной копии с легкостью можно сделать семерку. Нужно будет поменять решетку радиатора, убрать серебристую краску с нижней части бампера, потому что эти бампера тоже взяты от семерки, просто покрашены по дизайну, как должны быть на пятерке. И нужно будет убрать красные сектора на задних фонарях, чтобы фары были похожи на семерочные. И, конечно, в этой масштабной копии уже намного лучше колесные диски. Правда, покрышки портят вид, но на эти колесные диски отлично садится харьковская резина Ми-16. И многие журнальные модели я дорабатывал, устанавливал покрышки от Maestro Models, и они улучшали вид этого изделия. У этого автомобильчика вполне нормально проработан салон. Опять же, сиденья и панель приборов взяты от семерки. Хотя такие модификации тоже встречались. Пятерка с семерочным салоном. Но опять же, еще раз повторюсь, здесь крышка багажника плоская и другой капот. И, кстати, у модели из российской журнальной серии «Автолегенда СССР» не было вентиляционных отверстий на капоте. Здесь уже там по печатью нанесли эти элементы и также окрасили вентиляционные отверстия на задней стойке. Есть небольшие декоративные шильдики на крыльях и также небольшой шильдик на крышке багажника. И на российской модели были надписи «Жигули» вместо регистрационных номерных знаков. Здесь уже полноценные номера, хотя они тоже проигрывают по уровню проработки изделиям из фототравления. И вот так выглядит нижняя часть. Более-менее все достоверно, хотя почему-то за основу для проектирования был взят автомобиль с фаркопом. И видны крепежные отверстия. Можно было на масштабной копии тоже сделать крючочек, а тут получается какая-то сборная солянка и недоделанный автомобиль. И я видел, многие люди стачивали этот элемент или уже самостоятельно делали прицепное устройство. И вы можете посмотреть, как автомобили смотрятся, стоя рядышком на полке. Еще раз повторюсь, старая советская модель в плане передачи образа прототипа вполне нормальная, несмотря на всю свою неказистость и грубость форм. И опять же, возможно, мне эта модель нравится, потому что я ее запомнил с детства. Если бы уже в современных реалиях приобрел эту масштабную копию в коллекцию, возможно, имел бы другое мнение. Пишите ваши комментарии, какой автомобиль вам нравится больше всего. Помните ли вы ВАЗ-2105? Удалось ли вам поездить на этих автомобилях? Возможно, у вас есть и настоящая машина. Также будет интересно узнать, в каком варианте окраски, с каким двигателем.
и какого года выпуска. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. И можете заглянуть в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке, там участники сообщества тоже выкладывают фотографии своих миниатюрных автомобилей. На сегодня это все, до новых встреч, пока.